времени и цифр попробуем совместно с вами разобраться с теми процессами, которые я наблюдал на рынке благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Olymp Consulting. Итак, друзья, перед вами карта Причерноморского региона, куда входят три крупных областных города-центра: город Николаев, Херсон, Одесса. Сегодня мы говорим о городе Одесса. Начнем, расскажу, как пользоваться данной картой. Вот здесь видите под городом легенду карты. Это такие сводные данные, которые характеризуют состояние рынка недвижимости на конец февраля 2026 года. Начнем с населения. Население довоенное, друзья, 993 тысячи. То есть город Одесса был практически город-миллионник до войны. Сейчас я думаю, что тысяч, наверное, 650-700 осталось жить в городе Одесса. Кто меня смотрит за города Одесса, напишите. Может быть, я не прав, хотя точно сколько живет людей в городе не знает никто. Количество предложений, друзья, на рынке жилой недвижимости, которое было зафиксировано в феврале месяца 2026 года, это первичный и вторичный рынок, 36 тысяч объектов жилой недвижимости, что на 0,3% меньше, чем это было в январе месяце. Друзья, на протяжении уже, наверное, 3 месяцев, да, наверное, 3 месяцев мы наблюдаем снижение активности по предложениям. То есть напомню вам, что мы мониторим рынок недвижимости с помощью, я и компания Olymp Consulting, с помощью программного обеспечения Olymp News. В наше поле зрения попадают все интернет-порталы, сайты, которые публикуют для продажи объявления. И я так предполагаю, что все-таки вспомним, что декабрь, январь месяц до середины февраля чуть больше, в Одессе в том числе практически же не было света, да. Но это не только в Одессе, пол Украины страдала от данной проблемы. Как мы знаем, все же на сегодняшний день цифровизация дошла до того, чтобы для того, чтобы продать недвижимость, надо зайти на сайт, выставить объявление. Ну и понятно, что если нет электричества в розетке, то уже с этим возникает определенная проблема. Но я так предполагаю, что именно активность снизилась именно по этой причине. Может быть, не прав. Кто что думает на эту тему, напишите. Переходим к показателям, которые характеризуют стоимость квадратного метра. И вот тут, друзья, внимание, вспоминаю крылатые фразы Остапа Ибрагимовича Бендера, который, помните, сказал, что лед тронулся, господа присяжные заседатели. Итак, мы видим социальное жилье, вторичный рынок. Впервые весь 2025 год стоимость росла. Январь продолжала расти стоимость квадратного метра, а вот в феврале мы видим незначительно, но все-таки это снижение, минус 0,14%. Естественно, в месяц. Тут мне кто-то молодой, я так понимаю, дарование написал, что Андрей, 0,14 или там что-то в этом роде, это говорит вообще ни о чем, то есть это ниже статистической погрешности. Вот мне всегда хочется ответить таким людям просто очень. Есть категория людей, которые слышали звон, но не знают, где он. А я это говорю о том, что я показываю вам цифры. Хоть кто-то, вот если меня смотрят умные люди, которые хоть немного, нет, не хоть немного, это уничижительно будет, которые, в общем-то, могут делить, умножать. Я показываю вам абсолютные цифры, стоимость квадратного метра на февраль месяц. Видим 734 доллара. В январе было 737, наверное, долларов, то есть мы зафиксировали. И при этом можете счетами посчитать, можете как угодно посчитать, да, это будет как раз снижение минус 0,14%. По поводу достоверности выборки. Вот выборка, если она репрезентативна, а как, так сказать, люди, которые знают эту тему, больше 2000 объявлений, если попадает в выборку, она уже считается репрезентативной. Я вам показываю, что в выборку попало, друзья, подумайте только, 36 тысяч объектов жилой недвижимости.
При этом выборка не только репрезентативна, она еще и релевантна, то есть адекватна. Сюда попали объекты жилой недвижимости определенного класса, которые, ну вот я вам говорю про социальное жилье, да, то есть это определенный класс, который имеет свои технические характеристики. Поэтому, используя в своих исследованиях научный метод статистического анализа и классификации, это позволяет мне, ну, минимизировать вот этот статистический шум, который в принципе может быть. Но вот все, которые мне говорят про погрешность, стат погрешность, это, как правило, люди, которые там, я не знаю, ну вот, например, делают замеры состояния, так сказать, отношения к тому или иному политику по звонкам, да, то есть, ну, это ж несопоставимые вещи, в зависимости, как задашь вопрос, кто, ну, тебе отвечает, то есть здесь можно все что угодно придумать, ну, и так это на самом деле происходит, когда я узнаю, что господин, так, ну, по-другому я же не могу его назвать, господин Усик, потому что, ну, это ж президент и собрался, блин. Это, конечно, трэш. И это ж социологи посчитали, да, что он там на втором месте после там кого-то, не помню. То есть, друзья, я использую также научную методологию, но она опирается на метод статистического анализа, и здесь достаточно все проще, да, чем там у социологов, которые там что-то себе могут из говна, извините за выражение, пулю сделать. Но это так, я отвлекся. Переходим к следующим параметрам. Это аренда жилой недвижимости. Сравниваем сентябрь с декабрем 2025 года. Ну, квартальное сравнение здесь у нас. Видим, что рост за квартал плюс 1,25%. Следующий, друзья, эконом-комфорт бизнес-класс. Это у нас также вторичный рынок. Подорожал. Это единственный класс, который подорожал в этом месяце, прошедшем, я имею в виду, феврале, на плюс 0,21%. Первичный рынок эконом-комфорт бизнес-класс подешевел на 0,31%. Первичный рынок комфорт бизнес-класс также подешевел на 0,20%. Ну и первичный рынок элитный класс подешевел на 0,21%. Друзья, мы, подводя итоги, вот так обобщенно видим, что только всего лишь один класс рынка недвижимости, эконом-комфорт, бизнес-класс, точнее не один класс, а в выборку попали три класса, показали нам еще динамику продолжающего незначительного роста в этом месяце. То есть я предполагаю, что это начало трендов. Ну, напомню, что колебательные процессы как бы ни о чем не говорят. Ну, сегодня подешевело, завтра подорожает. Но я все-таки предполагаю, что мы видим начало зарождающего тренда. И весь год стоимость недвижимости, жилой недвижимости будет медленно и уверенно снижаться.